Всем привет, дорогие аудиолюбители! Свершилось вновь. На меня опять напала музыкальная депрессия. Она атаковала сильно, и уже в течение, наверное, 9 дней я никак не могу записать ни один ролик. Я берусь за гитару, и наступает состояние, когда каждая нота, каждая мелодия кажется какой-то обузой, и ты начинаешь сомневаться вообще, туда ли ты идешь. Я думаю, это состояние известно каждому музыканту, да, наверное, не только в музыке, это, наверное, и в любой работе такое возможно. Здесь я хочу рассказать о тех небольших способах, которые помогли мне в момент этой музыкальной депрессии все-таки браться за инструмент и с пользой использовать время. Пусть это были несколько минут каждый день, но я все-таки некоторые для себя аспекты извлек с пользой. С момента загрузки последнего ролика прошло 8 дней, если быть точным, 8 дней 20 часов. И у меня было в планах записать несколько роликов, но каждый раз, когда я брал гитару, наступало то состояние, что ты берешь нотки и все, уже неинтересно. Буквально 30 секунд достаточно, чтобы понять, что наступил музыкальный депрессняк. Как же на протяжении всех этих практически 9 дней мне удавалось все-таки хотя бы понемногу, но работать с гитарой? Естественно, играть долго я не мог, потому что было неинтересно. Но я нашел интересный способ. Я не повторял ни одно упражнение, я не тренировал гаммы, я просто играл любую услышанную мелодию на слух. Как это происходило? По правилам YouTube я не могу вам сейчас включать все песни и показывать в прямом эфире, потому что монетизация отключится. Но давайте на примере «Белых роз» покажу. Я демонстрировал припев, но до этого прям специально не подбирал куплет. То есть вот этот припев, он есть на канале. Когда я брал гитару и было скучно, я начинал просто подбирать даже по одной нотке. То есть просто проигрывая в банальном уровне мелодию, подбирая ее сначала. Конечно же, это сейчас я уже немножечко ее отработал, но сначала я начал делать так. Потом мог уходить на баре. Не попал нот куда-то. То есть я просто перебирал комбинации, потом понял в какой-то момент, что, например, у меня в стандартном ля миноре можно все это отыграть. И уже, имея небольшой опыт, да, и наслушанность, потом, значит, так. И вот в этот момент, вот в этот самый момент, немножечко хватало вот этого запала, этого огонька. Такой, можно сыграть более эмоционально, более ярко. Даже, может быть, знаете, как гитарой покричать. И вот в этот самый момент, знаете, как в игровых автоматах ты монетку кидаешь, тебе там время выделяется, и ты такой раз, особенно когда он заканчивается, на энтузиазме начинаешь продолжать. Вот так же и здесь. Начав вот просто на дикой депрессии музыкальной, что все плохо, все не получается, все тяжело, я перешел к тому, что в какой-то момент сама музыка заставила немножечко взбодриться, и ты такой раз немножечко поиграл. Конечно, это недолго. И, наверное, основной причиной, почему вот эта депрессия все-таки вот в моем случае наступает и наступила, это, скажем так, причина хорошая, с одной стороны, но она и завела, да, в тупик. А причина простая. Я сейчас озадачен вопросом, как же все-таки разобраться вот в этой, я не знаю, как правильно это назвать, гармонизации, либо обыгрывание мелодии аккордами. В общем, если я играю я пока научился в простом виде, например, добавлять по одному басу. Иногда в аккордах можно
Ну, вот такие простые там промежуточные нотки вставлять. Но я очень сильно озадачился вопросом, как это обыграть, как в джазовых стандартах, когда они идут линию, даже по полутонам, и в каждую эту басовую линию вставляется какой-то аккорд, там септ, либо еще какой-то, и он звучит, ну, вроде как из песни, то есть какая-то фраза из куплета, например, да, и она может даже пропеться в этом аккорде. Но как это сделать к любой мелодии, и как эту теорию познать? То есть я выучил аккордовые звуки, например, на аккорде ля минор, но все равно не хватает практики, вот эти всякие сусы, там, девятые ступени и прочее, добавлять правильно, чтобы это было музыкальное продолжение гармонии. Один раз у меня получилось создать все-таки некую задумку, которую я хотел в голове, и реализовать, но это, наверное, просто стечение обстоятельств. И на песне «Все косы твои, все бантики» у меня получилось обыграть. Ля минор идет, потом ми мажор. Ну, вот пример песни. Как только ты мимо прошла, сразу меня пленила. Вот этот отрывок, например, да, и там я понял тогда, что ты навсегда сердце мое разбила. Ну, вот этот куплет. И у меня его получилось обыграть вот таким образом. То есть, смотрите. Вот я какой-то ход сделал с басом. То есть, это же все был ля минор, но он как-то вот здесь оказался. Вот так сыгрался. Вроде бы созвучно. Поэтому пошел в ми мажор. Это ре минор. То есть, если его на баре взять, по-простому, но здесь, видите, я 3 пальца как-то поставил. И вроде прикольно. Вот такие созвучия я хочу научиться. И вот в какой-то момент я понимаю, что моих теоретических знаний не хватает, и я беру гитару, и вот прям отрубает все желание играть. Где-то прячется теория правильная. Какие бы я ролики ни находила на просторах интернета, они умничают, красиво называют, что все, сейчас ты научишься там гармонизировать, или как называется, не знаю, обыгрывать. Но в такие дебри бывают уходят, не поймешь. Зилковский или Зилков, как правильно, вот нескучный саунд, по-пацански он разбирает, вот называет свои ролики. Вот он один ролик создал про круг квинта квартовый. Вроде бы интересная затея, он даже и 3 нотки напел, обыграл их аккордами, но там обыграл банально, то есть там, например, ля минор, до, там ре минор. То есть это все просто, но когда смотришь обзоры фингерстайл гитаристов, они, ну тот же Полежаев, да, вот он создает ролики, и он красиво обыгрывает, меняя всего лишь один палец, двигая, да, куда-то, и получает красивую мелодическую такую линию. Вот я думаю, депрессия наступает, скорее всего, чаще, даже чаще всего у начинающих из-за незнания и неумения, потому что не хватает как раз-таки тех самых банальных знаний. Как это создать, как это обыграть. Потому что в голове это играет. Я примерно слышу, как я в голове хочу какой-то промежуточный, да, результат ставить. Но когда я ставлю аккорд, если он сразу не стыкуется, из головы теряется то воспроизведение, которое я держу. И методом перебора, ну, как, знаете, затирается вся эта память, и ты начинаешь сомневаться. Вы обращали на это внимание, когда вы чужие мелодии слушаете, и они их когда обыгрывают, кажется, ну вот вроде бас, вроде не в тему, но когда играешь на скорости, все прекрасно звучит. А когда сам начинаешь подбирать, там, поставил нотку и такой, что-то не то, вот вокруг пальца все обыграл, и как будто бы не то. Но бывают случаи, когда, проиграв это быстрее, какой-нибудь бас рядышком, который ты уже играл, он вполне прекрасно звучит. В общем, кто если знает, как это называется правильно, какой-то, может быть, есть классный урок, поэтому скиньте ссылку, будет прикольно посмотреть, потому что вот это желание теряется играть. Из-за неумения, из-за незнаний. То есть, если по-простому сказать, то в моем случае я сейчас пока могу подбирать мелодии, которые строятся из в большей степени аккордовых звуков. Если это ля минор, то там до, ми, ля, да, нотки. И исходя из этих нот, либо из полной формы аккордов,
в некоторых композициях получается создать. Но это простые банальные вариации. Я так понимаю, куда-то нужно в сторону септаккордов копать. Пока непонятно, как это сделать. Наверное, скоро разберемся. Может быть, вы подскажете. Просто сама тема музыкальной депрессии, она, наверное, у разных уровней гитаристов бывает. Кто, наверное, высоко уже зашел, там, слишком, да, все уже ему, весь мир этот понятен, и уже наступает вот эта вот депрессия от уже того, что все перепробовал, все знает. У начинающих эта депрессия возникает из-за как раз-таки незнания. Понятно, можно сказать, что, например, поставь себе цель, и депрессия сотрется, потому что должен к ней идти. Согласен, но здесь опять же, наверное, два уровня, да, людей делятся, или две категории. Кому интересно копаться и долго-долго идти, а кому надо как бы хотя бы видеть какое-то направление, куда идти. Потому что можно сейчас неделями изучать, тратить время, и еще хуже из-за этого начать относиться к гитаре или в голове воспринимать. И наоборот, захочется быстрее бросить гитару. С подобной ситуацией уже сталкивался. Я продавал гитару, я отдавал гитары. Даже оборудование распродавал, там, звуковые карты. Вот. Сейчас, наверное, еще есть одна надежда все-таки вот этот аудиоинтерфейс купить. Но вот два сценария, да, брать кредит на него как-то опрометчиво. Монетизация пока столько не приносит, чтобы, прям купить, да, его спокойно. И нету ответа точного, спасет ли этот интерфейс от вот этой вот аудиодепрессии, да, потому что там фишки прикольные, там можно будет запустить рубрику петь, потому что автотюн поможет немножко вытягивать, и, возможно, композиции будут интересные. Но по факту, опять же, нету понимания, будет ли это панацеей, спасением от аудиодепрессии, потому что сейчас не хватает конкретной теории. То есть я опять же повторюсь, что я сейчас жалею, что, да, в свое время в музыкальную школу не пошел, потому что там строили бы как раз-таки вот эти основы связи между звуками, мелодией, как аккорды сочетаются. То есть мало же просто, да, подставить к ноте аккорд. Связка нота и аккорд может звучать красиво, но связка вот песни, мелодия и эти аккорды, они могут вообще никак не гармонировать, и будет ужасно. В общем, вот такая тема. Напишите в комментариях, кто столкнулся с этой аудиодепрессией, с музыкальной депрессией. Напишите, как вы с ней боретесь. Всем пока.